Волчий холм. Часть 2. А если мы заснем на руинах, где окажемся мы? Я стану кошкой в этом сне. Я побегу по древнему городу. Я буду скользить, как тень, и увижу все своими глазами. Там, где мы зимуем, весна прекрасна, как и везде. После окончания дождливой зимы в январе мы начинаем путешествовать. Весна на побережье начинается в феврале с цветущего миндаля и с возвращения длинных прогулок. Лучшими местами для них становятся руины древних, но незабытых цивилизаций. Мой муж историк, и это когда-то свело нас вместе. Встречаясь, мы читали книги, вслух по очереди и смотрели исторические фильмы, а потом говорили и говорили до глубокой ночи. В 20 лет я считал, что никогда не заведу семью и детей. Я был убежденный child-free анархист. Во-первых, я считал, что мне это не нужно. Во-вторых, я тогда хотел заниматься политикой, выступать против власти, а семья не будет давать мне свободу действий для того, чтобы рисковать. Я тоже не была ангелом, да и он не был подарком. Представь, у нас когда-нибудь будет такой же сад. Мы будем там срывать инжир, рвать с детьми. Я не заморачивался. Жил, мало обращая на быт внимания. Главная идея. Большинству женщин эти мои особенности и образ жизни были бы не нужны. А подлаживаться я бы не стал. Поэтому не особо стремился к отношениям и не хотел семьи. Что повлияло на то, что я изменил свою точку зрения? Можно, конечно, сказать, я повзрослел. Но дело не только в возрасте. Многим моим знакомым 40 лет, но у них по-прежнему нет ни семьи, ни тем более детей. Лет 10 назад у меня стартовала какая-то глобальная переоценка ценностей. От политических убеждений до вкусов в еде. Однажды я заказал салат в Макдональдсе и не смог его есть, он был ужасен. Тогда же, на фоне разочарования своей жизнью, я встретил Анну, которая проходила схожий этап переоценки. Она понимала меня, и те мои качества, которые у меня были, она считала хорошими. Я нашел человека, который принял меня таким, какой я есть. Мы могли откровенно говорить о тех вещах, о которых в нашем движении было говорить не принято. Я понял, что не хочу жить только ради себя. Я начал заморачиваться всеми этими глобальными вопросами. Что мы оставим после себя? Будет ли будущее без наших детей? Могу ли я прекратить историю своего рода на себе? У моих брата и сестры нет детей. Прошлое и будущее для меня постепенно стало приобретать большую значимость. Я видел себя точкой на линии истории, и у меня было все больше вопросов и сомнений, и огромное желание изменить свою жизнь. Мы вернулись. И мы пройдем цикл весны еще раз, с пробуждения природы до ее зеленого цветущего апофеоза. Еще раз распустятся листья, еще раз зацветут черешни.
Мой сад еще в полудреме, влажный, пустоватый, сонный. Здесь много всего нужно будет подготовить к сезону, пока здесь еще не уютно. У меня много планов. 3 большие и маленькие мечты я начну исполнять этим летом. Первое – это курицы, несущие разноцветные яйца. Домик для них мы вот-вот начнем строить. Вторая мечта – это розовый сад. Я хочу потеряться в розовом лабиринте, утонуть в миллиарде роз. Ну а третье – это интрига этого видео, о которой я сейчас расскажу. Итак, вторая весна началась с радостных событий. Коня бы. Конь-то вон стоит. Нет, коня не будет, ну, по крайней мере, пока. Дело в другом. Мы решили переехать сюда жить, и у меня здесь будет маленький, но свой летний домик. Необходимость зрела давно. Мы окончательно поняли, что чувствуем себя хорошо именно на природе, где есть простор, и я вижу, что мои дети счастливы, носятся по зеленой траве, раскинув руки под синим небом. В городе мы живем в маленьком дуплексе, с которым настает пора прощаться. Там тихо и спокойно, но уже тесно. Окна одних домов смотрят в другие. Уже летом мой волк обещал переехать сюда жить. Место для домика мы выбрали рядом с одной из моих любимых локаций – площадки для наших детей. Я смогу видеть их из окна, когда буду работать, или из кухни, когда буду готовить. Я так и представляла, как буду звать их, или, может быть, повешу звонкий колокольчик, чтобы созывать всех на обед. Само место под домик очень уютное. С одной стороны оно защищено холмом, на котором должен был стоять наш дом. С другой стороны молодой сосновый лес. А спереди, ниже террасы детской площадки, просторы полей. Прекрасная светлая сторона, где всегда светит солнце. Солнечный белый дом – это то, о чем я мечтала для своей семьи и детей. По нашему участку бегают лоси и рыжие оленьки. Вот было бы здорово видеть их из окна в рассветной дымке. Может быть, лось заглянет ко мне в окно, когда я буду варить суп. Я скажу ему: «Здравствуйте, господин лось», а он снимет шляпу в знак приветствия.